musíme se nastavit za odklad. Добрый день, друзья! Приветствую вас на нашем канале про Эдконтра за и против. Меня зовут Петров Геннадий. В третьей части нашего видео цикла «Марианские лазни 15 лет спустя» я, рассказывая о нашем пребывании в Марианских лазнях, забежал немного вперед и рассказал вам о первых шагах в нашей иммиграции, с чего все начиналось. Можно назвать данное видео «Операция иммиграция». Мы не случайно начали свою съемку на Негровой улице. Сзади нас располагается офис, сейчас это обменный пункт, а раньше здесь было туристическое бюро, с которого, как это ни парадоксально, все и началось. Осенью 2007 года, прилетев в Марианки, мы в этой туристической компании взяли на прокат машину, как я вам уже рассказывал. Девушка Аня, которая здесь работала, тогда обмолвилась, что подает документы на ВНЖ, что нас сильно заинтересовало и впоследствии привело к решению, которое мы впоследствии приняли. То есть мы решили эмигрировать. Осенью мы прилетели на всего 6 дней. Планы были получить регистрационные документы на компанию и посмотреть недвижимость. Мы это все быстро сделали и полетели домой, чтобы заняться ВНЖ. Резон заниматься ВНЖ самостоятельно был прямой. Мы сразу не планировали здесь жить как рантье. Денег у нас на это не было, и мы планировали, когда приедем сюда, работать. Работать, не зная языка, не зная, собственно, ничего, было бы достаточно сложно. И как первый опыт мы решили самостоятельно подать документы на получение ВНЖ. Приблизительно Аня нам рассказала, в чем заключается эта процедура. Более подробно мы узнали об этом на сайте чешского консульства. Надо сказать, что там достаточно толково было все написано. Ну да, подробно и понятно. И мы всегда, в общем, полагались на первоисточник. Не то, что там Мойшина поет, а то, что написано в документах. У Лары большой опыт работы с документами. Конечно, львиная доля работы упала на тебя. То есть ты там заполняла все. Ну, естественно, заполнили анкету, что было тоже непросто. Пришлось читать форумы, смотреть, чтобы все было в анкете заполнено по правилам. Ну, о фотографиях и загранпаспортах это очевидно. Потом нужно было подготовить документы по аренде. То есть нужна была, во-первых, аренда офиса, юридического адреса. Она у нас была, потому что мы открывали компанию. И нужна была аренда помещения для проживания. Ну и по чешским правилам обязательно должны были быть приложены выписки из кадастра. Кроме этого, нужна была выписка из торгового суда, то есть обходний рестрикт на нашу компанию. Вот. И справки о несудимости. Справки о несудимости, причем и из Чехии, да, и из России. Из Чехии нам делал Милан, из России мы.
Кроме этого, у нас на счету должно было быть по 110, по 101 тысячи крон на человека. На каждого. То есть это обязательное. И последнее требование – это медицинская страховка. То есть медицинская страховка, она покупалась на 2 года, Да. было такое правило, и ее нужно было предъявлять при получении, как я понимаю. Да, да. То есть мы предварительно ее не покупали. Сложнее было записаться на интервью, на прием. То есть желающих в то время эмигрировать, как оказалось, было много. Мы, я как помню, много раз звонили, прежде чем записались. До Нового года так мы и не успели не подготовить документы, не записаться. Записались, точно мы не помним, или конец января, или начало февраля, что-то примерно в это время. Мы не теряли время зря. Главным, мы понимали, будет знание языка в последующей нашей жизни в Чехии. Стали искать преподавателя. Преподавателя чеха мы не нашли. То есть носителя сложно языка было найти. мы не нашли. Носителя не нашли. Не нашли. Нашли единственную девушку, молодую, Мария. Она, по-моему, преподавала уже. Она преподавала, она закончила Университет, филологический факультет как раз отделение по Восточной Европе. славянских языков или что-то. Да, такое. славянские чешский у неё там языки, был язык да. и еще какой-то. И она вот, Восточноевропейские да, языки, восточноевропейские языки, она взялась нас обучать. Конечно, впоследствии мы поняли, что это был не очень хороший вариант. Язык надо учить с носителем, и желательно на занятиях вообще по-русски не говорить, чтобы все занятия были на чешском. Ну, тогда, в общем, нам выбирать не приходилось. У нас выбора не Да, было. и в декабре уже, уровне. с начала декабря, где-то, по-моему, числа 9 декабря, уже у нас было первое занятие. Да. Я ходил индивидуально, а Лара с Митей ходила. То есть мы втроем учили язык. Нам немножко, я считаю, это помогло. Первое, когда было интервью, мы уже могли, ну, хотя бы на элементарном уровне поздороваться. Мы спросить там, как дела, як се мате. Что-то, какие-то начальные знания у нас были, и это произвело благоприятное впечатление на вице-консула. В общем, она была мила, улыбалась, и у нас сложилось впечатление, что у нас все получится. Наивные. Мы прошли интервью. По чешскому законодательству время ожидания результата 3 месяца. До 3 месяцев. Собственно, у нас так и получилось. Педантичные чехи точно в срок, где-то в мае месяце, нам сообщили: увы, в ВНЖ вам отказано. Это был, конечно, шок. То есть мы совершенно были уверены, что у нас все хорошо. Мы так тщательно готовились, мы учили язык, мы собирали документы. Подкопаться было невозможно. Что же случилось? По нашему мнению. Да, по нашему мнению. Что же случилось? Мы вылетели в Чехию, чтобы выяснять причину отказа. В консульстве в Питере нам сказали, что к нам никаких вопросов со стороны консульства нет. Они отправили о нас благоприятный отзыв, и причина кроется где-то в чешских, в общем, организациях, а занимается выдачей ВНЖ Цезинская полиция. Это подразделение Министерства внитра, то есть это Министерство внутренних дел. А Цезинская полиция – это полиция по делам иностранцев. Совершенно верно. В то время Цезинская полиция находилась в Хебе. Мы туда приехали, чтобы выяснить, в чем же причина, хотя по закону нам не обязаны были это говорить. Отказ и отказ. В отказе было написано, что несоответствие заявленных
данных. Что мы такого заявили несоответствующего, предстояло выяснить. В цзиньской полиции был бум азиатский, вьетнамский. Там примерно находилось регулярно, каждый день, думаю, 100-200 человек. Причем вьетнамцы, ну, по нашему мнению, в наших глазах, они совершенно неотличимы. Понять, кто идет по очереди, чья очередь и когда это закончится, было невозможно. Они имели список, где там на вьетнамском языке было написано, кто там следующий, и шансов попасть туда не было никаких. Пришлось взять ситуацию в свои руки. Я у них забрал этот список и требовал предъявления документов каждого, кто пытался попасть в полицию. После этого они поняли, что будет проще нас пропустить, чем с нами бороться, и мы попали в цзиньскую полицию. Но, сами понимаете, после 4 уроков чешского языка мы знали досконально язык. Полиция, соответственно, не знала русский. Но нам нужно было не просто узнать, где находится аптека, а нам нужно было получить ответ на серьезный вопрос. Почему нам отказали? В чем причина отказа? Невероятными усилиями нам удалось объяснить, что мы хотим, и добиться ответа. На нас, так же как вьетнамцы, так же и полиция махнула рукой, что проще, чтобы от нас избавиться, нам рассказать. Принесли наше личное дело, и выяснилось следующее. Это уже традиционная моя оплошность и ошибка. Я всегда бегу впереди паровоза. Первоначально, когда мы подавали документы в полицию, мы, естественно, указали актуальный юрадрес нашей компании, который нам предоставила любезно Яна из агентства Реалхеп. После этого в феврале месяце, в конце февраля, с оформлением уже в начале марта, мы купили свой дом. Соответственно, у нас появился собственный адрес. И я, во-первых, в целях экономии, чтобы не платить за юрадрес Яне, во-вторых, в связи с тем, что мне показалось, что это будет каким-то плюсом, что мы подаем документы, уже имея собственный юридический адрес, что это как-то повысит наши шансы, мы, соответственно, изменили юрадрес нашей компании. Причем изменили официально через торговый реестр. Да, и, соответственно, когда полиция проверяла документы, в анкете был юрадрес Яны, фактически юрадрес компании был по нашему новому дому, который мы приобрели. И по этой формальной причине нам, в общем, дали пинком. Данные не соответствовали заявленным. То есть формально придраться было не к чему. Вот. Нас заверили, что это, в общем, ошибка такая чисто техническая. И впрямую... Смело мы можем подаваться повторно. Да, практически впрямую и в консульстве, и в полиции нам сказали: ребята, подавайтесь, только косячить больше не надо. Но испуг был настолько серьезный, снова ошибиться и получить второй отказ, что мы решили обратиться к специалистам, в кавычках. Допустили традиционную для всех иммигрантов ошибку, поехали в Прагу. В Праге великое множество и тогда, и сейчас российских помогал. Да. Замечательные компании, которые стригут таких вот неудавшихся иммигрантов, которые не смогли сами податься с первого раза. Вначале мы обратились в компанию Light City, но она, в общем, была более-менее, как бы производила какое-то впечатление, но нам показалось, что немножко дороговато стоят их услуги, и никаких гарантий они не давали. После этого мы в тот же день обратились в компанию «Альянс».
Хитренькая такая компания, как сейчас я понимаю. Они специально назвали себя Альянсом, потому что Альянс значка в Чехии известная. Это крупная страховая компания, которая пользуется, в общем, определенным авторитетом. Заверили, что все будет прекрасно. Стоят их услуги где-то 1670 евро, насколько я помню, на всех. Документы, в общем, мы умели оформлять, но они якобы нам помогли и проверили. Дали свой юрадрес, как бы с гарантией на проживание, потому что они потом еще гарантировали, что после получения ВНЖ они нас зарегистрируют. Вот. И предложили подаваться не в Питере, а в Финляндии. Потому что в Финляндии там никакого интервью не проводится, там формально подаются документы. А Light City, еще минус Light City был, что они предложили Вильнюс. Ну как, это тоже... Ну из Питера до Хельсинки ближе, наверное, и удобнее, да, удобнее и интересней. Таким образом мы остановились на варианте с Альянсом, заплатили деньги, чего вам никогда не рекомендуем делать. Предоплату можно вносить, но оплачивать полную стоимость до получения ВНЖ крайне не рекомендуем. Мы подались в Финляндии 10 июня, да. И начали ждать уже, в общем, с уверенностью, что все будет хорошо. Прошел месяц, прошел 2, минуло 3, тишина. Мы начали звонить в Альянс, а они сказали, что все контролируют, все под контролем, но ответа нет. Позвоните через неделю, позвоните через неделю, позвоните через неделю. Прошло 4 месяца. Звоним в очередной раз, они говорят: ребята, такая ситуация, вам отказали. Но это был уже удар конкретный. По всем нашим мечтам мы практически уже сидели на чемоданах. Это было где-то, по-моему, сентябрь или октябрь. Октябрь уже, октябрь. Это октябрь. Октябрь 8-го года, 4 месяца прошло, шел 5-й месяц. Мы уже совершенно ни на что не надеясь стали звонить в консульство, чтобы выяснить, что, собственно, произошло. Лара позвонила в консульство, один раз не получилось, второй раз дозвонилась, и в консульстве удивленно сказали: а с чего вы решили, что вам отказали? Вам дали ВНЖ, мне было сказано. Слушайте, это был шок. У меня было впечатление, что я сейчас полечу в Прагу, и этот Альянс просто буду гонять по всей Праге паршивой метлой. Запомните это название. Таким образом, мы, совершенно обалдевшие от счастья, стали собирать чемоданы. И через 2 месяца, в декабре, погрузили перед Рождеством католическим. Да, ну задолго перед Рождеством, наверное, за неделю или даже побольше. Мы долго ехали. Ну, ехали тогда. Мы долго ехали, но тем не менее где-то в середине декабря мы выехали. 19 или 18 декабря мы выехали. Ну, это неправда. Мы выехали раньше, загрузили в свой Nissan свои немногочисленные пожитки. Учитывая, что эта поездка была такая для меня знаковая, мы решили заехать на мою родину, в Украину, в мой любимый Конотоп. Несколько дней пожили в Конотопе, повидались с родственниками, посмотрел на свой домик, где я родился. После этого проехались по Украине, переночевали в Львове, в прекрасном отеле Старый Град или Древний Град. Да. И приехали уже вечерком, по-моему, 21 числа, мы приехали в Марианки. В Марианках мы предварительно с Яной, с ее помощью, взяли в аренду квартиру на Ворже.
где успешно поселились. И первое Рождество наше в Чехии, это было Рождество 2008 года, мы отметили уже, имея вид на жительство чешский, в Марианских Лазнях. То есть с тех пор мы здесь отметили сколько раз Рождество? 14. 14 раз отметили Рождество. Каждое Рождество мы отмечали в Марианских Лазнях. Начинать свою иммиграцию с Рождества, это было, видимо, хорошей идеей. Рождество – начало чего-то нового, начало новой жизни, что, собственно, у нас и получилось. И последующие 15 лет показали, что мы не ошиблись. Как началась наша иммиграция в Рождество с праздника Ваноцы, который является, наверное, пожалуй, главным чешским праздником, так, собственно, наша жизнь здесь и продолжалась. Успешно, радостно и интересно. В следующих своих видео мы расскажем о том, как сейчас получить ВНЖ в Чехии, какие есть варианты, какие трудности и как правильно поступить, основываясь на сегодняшних актуальных законах. Кроме этого, в одном из видео мы вам расскажем о том, как прожить в Чехии, как эмигрировать в Чехию, не имея больших финансовых возможностей. Мы сюда приехали практически имея очень скромные ресурсы. Мы здесь работали, зарабатывали буквально с первого дня. Поделимся с вами опытом, как это было, что мы делали, чем занимались, как работали и какие возможности есть для работы и проживания в Чехии сейчас. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, комментируйте, радуйтесь вместе с нами, возмущайтесь. Здесь говорят правду. На нашем канале вам будет интересно. Всего доброго. До свидания. До новых видео. До новых видео.